Только что вы наблюдали процесс, как я упаковываю свои украшения. Я решила оставить вас наедине с этим процессом, чтобы вы могли вкусить его полностью, со всеми звуками. А теперь хочу пояснить несколько важных моментов. В качестве упаковки для своих изделий я использую качественные коробочки из плотного картона. Я заказывала их по индивидуальному размеру, который соответствует среднему размеру моих украшений. Кстати, в файле «База материалов» есть ссылочка на производителя этих коробочек. Вся информация в закрытом телеграм-канале базового курса. И коробочки у меня нескольких видов, но упаковываю я их всегда одинаково. Также для брендирования я заказала специальные штампики. Это очень удобно. Мне кажется, удобнее, чем заказывать печать на коробках. Но нужно быть аккуратным с чернилами в процессе печати. Вовнутрь коробочки я сначала кладу специальную упаковочную бумагу. Она называется тишью и бывает разных цветов и видов. Затем каждое украшение, предварительно упакованное в индивидуальный пакетик с наклейкой «Ручная работа», отправляется в коробочку. Помимо содержимого заказа я всегда кладу подарочки, открытку и большую визитку-памятку. Если в заказе есть серьги, я их всегда предварительно обрабатываю и только потом, не касаясь швенц руками, упаковываю. А в заказе с серьгами всегда есть 2 спиртовые салфетки. После того, как заказ укомплектован, я аккуратно заворачиваю содержимое в бумагу тишью, а сверху несколькими нажатиями распыляю приятные духи. Ранее вместо тишью я использовала крафт-бумагу. После упаковки заветная коробочка отправляется в службу доставки, где я ее дополнительно надежно упаковываю. Я считаю, что подарочную коробку клиент должен получить в надлежащем виде, поэтому всегда двойная упаковка заказа. Все эти манипуляции я совершаю для того, чтобы мой клиент был счастлив.